Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике местечко с пивом и закусками. Называется оно Beer Town. Как-то давным-давно, а если быть точнее, 4 года назад, еще до окончания ковида, мы снимали на него обзор. И нам, сказать так, не особо что-то понравился. В чем дело? Почему мы сюда вернулись? А потому что я частенько говорю, что после ковида выжили одни из лучших, а он выжил и продолжает работать. А вот давайте-ка и узнаем, изменилось ли что-то с тех пор. Поехали. Ну и вот сделали мы уже первый заказ, и даже что-то подъехало. Прежде всего, естественно, закусочки и пивко. Мы взяли целых 3 вида. И в данном случае взяли так. Пилснер за 1 литр 130 тысяч донгов. Лагер, просто лагер, написано, никакого наименования, ровно так же, 130 тысяч донгов. И стаут я взял кружечку, чисто попробовать, что у них здесь за стаут. 55 тысяч за вот этот вот стаканчик. Ну и попробуем. Сносно, но жидковато. На мой взгляд, стаут должен быть все-таки более серьезный. А вот когда принесли наши закуси, здесь я был немножко удивлен. Дело в том, что у нас здесь мясная тарелка и кольца кальмара. Ну, казалось бы, мясная тарелка, здесь у нас ветчина, хамон, солями, с оливками, там, мариновками и всякими хлебцами. 185 тысяч. Отлично, хорошо. Ну, вроде как есть что пожевать и нормально. А здесь кольца кальмаров, небольшой салатик, картошка фри и соусы. И это тоже 185 тысяч. Вот к этому у меня небольшие вопросы, потому что, ну, откуда такая цена берется? Непонятно. Начнем, пожалуй, с кальмарчика. Соус вкусный. Вообще неплохо. Да. Не жесткий, не резина. Соус вкусный, но его, очевидно, маловато. Можно было бы и побольше. Вполне сносные кальмарчики. Это приятно, это вкусно, на удивление. Потому что я, увидев цену за, ну, просто одного кальмара, когда порезали, 185, ребят, это огромнейшая перенаценка, потому что, ну, кальмар здесь, ну, вы знаете, что он дешевый, сколько меня смотрят людей, они прекрасно знают, что там один кальмар где-нибудь на рынке будет стоить просто смешных, там, 15 донгов. И здесь цену просто 10 раз тебе долбанули, ладно, хорошо, овощички и так далее, но это один маленький кальмар. По поводу же стаута хочу все-таки добавить. Да, мы с Ромой вот за кадром тоже попробовали. Это не стаут. Это водичка, как Рома выразился, сожженной карамелью, и я с ним соглашусь. Просто я вспоминаю тот самый стаут, когда мы пробовали, например, несколько их видов, да, в Ханое, в крафтовых барах, хороших, а здесь они тоже, кстати, сами варят пиво. Так вот там, ребята, ты понимаешь всю мощь этого напитка. Ты просто пробуешь и такой, а да, а мне вот этих там 150 или 100 миллилитров хватит, прям вот хватит. Я посижу, попью, понаслаждаюсь. Это вода, куда добавили чего-то, знаешь, там сусла какого-то сварили, там, я даже не знаю. Ну, короче говоря, своих денег это однозначно не стоит. Что же касается лагера, ну, здесь особо докапываться не до чего, ну, пожалуй, кроме цены. Потому что это ровно то же самое, что вы попробуете. Ну, получше, конечно, Сайгона, но учитывая цену в 130 тысяч за литр, я могу сказать так, оно, конечно, того не стоит. Это нужно, если вы хотите ровно такое же попробовать, это вот это Beer Hanoi, пиво Ханой и прочее. Ровно то же самое. Только там цена, Ром, что там, 40 за литр, да? Там цена 15 тысяч за литр. Ага.
Да. А что касается вот этого лагера, у меня такое ощущение, что изначально это было хорошее пиво, хороший лагерь такой, который легко и приятно пьется, с небольшой горчинкой, но как будто его вчера вечером налили. И оно стояло в холодосе, оно стояло сутки, и оно полностью выветрилось. Вот такое ощущение прям странное. Я тут даже с Ромой соглашусь, потому что первое впечатление у меня было, когда мы начали наливать из кувшинчика, пены вообще никакой не было. Как будто бы действительно выдохшееся пиво. Спасибо, Ром, за подсказку, поэтому он здесь и присутствует. Авторитетное мнение всегда важно. А у Рома у нас по пиву запал. Оливочки черные и зеленые на месте, все порядок. Ветчинка, буженинка, 4 кусочка, ну и хорошо, пусть будет. Покупная, да, само собой, не самодельная. Впрочем, как и солями, это тоже ясно. Но, кстати, кусочков прилично. Они тонюсенькие, но нормальное количество. Тут есть что пожевать. Это правда, это нормально. Ну и хамончика, несколько тоже кусочков. Да вы знаете, а вот здесь вот к цене я не прикопаюсь, потому что, ну, эти вещи стоят денег. Сейчас попробуем нарезочку, а стаут я верну. Я не хочу это пить, это не Jim Beam. Это не Jim Beam. Ромк, давай тогда, кальмарчик ты вот уже попробовал, налетай. Я вот, наверное, начну с этой буженинки или что оно там, ветчина. Хватай, да, оливочки. Давай поближе. Ну и хамончика. Вот это вот. Большие куски порезаны, честно говоря, можно даже разрезать. Ну вот мы все попробовали. Ромка, интересно, говорит такой, ветчина, впечатление, как будто бы чуть-чуть лежала. Лежалая. Рома, ты как часто ветчину пробуешь? Ну вот эти вот нарезочки покупаешь. Ну, частенько, может быть. Ну когда последний раз? Ну, раз в месяц-то точно покупаю. Раз в месяц. Ну да. Так подожди, а получается у тебя нет такого, что ты вот эту ветчину, вот эту нарезку открыл, да? Значит, вот как ее только вынул, она типа вкусная, все отлично, хорошо. Она у тебя, да не то, что там полдня, несколько часов в холодильнике открытая полежала, и все, вот она такая. Но у меня такого ни разу не было, я всегда беру одну и ту же в Лотте Марте, она такими круглыми штуками нарезана, там 10 штук в упаковке. Ага. И я всегда готовлю ее, чуть-чуть ее подогреваю в электрогриле на хлебушке. И мне хватает упаковки, ну, там, на 3-4 дня. Но чтобы вот такого аромата лежалости я ни разу не чувствовал. Так а ты ее всегда прям прогреваешь? Ну да. То есть сырую вот такую не ешь? Сырую не ем. А, ну вот может быть из-за этого. Никакого криминала, ребят. Да, вот это, о чем я говорю, я уверен, вы понимаете прекрасно. Несколько часов, либо на следующий день, вот она вот будет такая, без криминала. Это не то, что она у них там, знаете ли, 3-4 дня пролежала, и вот она такая с душкой. Нет, все нормально. По поводу же хамона вообще не докопаться. Здесь уж сам ножи есть, режь на поменьше. Ром, по поводу солями, а я пока попробую. Хамон супер, солями просто отлично. Вот я очень люблю солями. Я вот вижу там поджаренный хлебушек, хочу мега-бутер сделать. Ну давай, да, сейчас и замутим. О, солями-то с приличной остротой. И вот, кстати, да, это тоже круто, потому что солями вообще должна быть остренькая. И у них все правильно. Огурчик, кстати, тоже очень неплохой. Мариновочка такая симпатичная. Ну что, давай, мегабутер. Так, ну огурчик вот обязательно. Ага. Лучок. Хамончик. И вот так вот. Да, Парочку. солямки-то, да, не жадись, Парочку давай, соля. побольше солямки. Вот оно. А листик базилика сверху нет? Давай сейчас добавлю. Оп. Вот. Вот они мы. Так, давай я тебя подсниму, твою А у меня вон на камеру идет. довольную рожу. Ну давай. Ваше здоровье. Роман, ваше мнение по поводу мегабутера? Если мой день начинается с пары таких и чашечки кофе, то это идеальное начало дня. Это шикарный день. Я практически уверен, все-таки вот, возвращаясь к пиву, нужно сказать, что, ну, это действительно выветрившееся что-то.
салатика вот не попробовали, а я хочу. Салат прекрасный. Маринованная капусточка, свежий болгарский. Раз, оливочем полита. Небольшая такая, знаете ли, заправочка из чего-то, может быть, лаймиком там. Чуть-чуть вот так полита. Вот, салат отличный, вкусный. Ну ладно, по этим двум претензия, значит, у Ромы к ветчине, у меня к цене здесь, а все остальное здорово. Да, я согласен, то, что цена на кальмара, она слегка заоблачна, раза в два. Ну да. Мясная тарелка, вот если побрать ветчину и вместо нее добавить побольше хамона или побольше солями, то все было бы прям... Ну, либо какую-нибудь другую штуку, которая вкусная, Да, короче да, да. говоря. Тебе просто не зашло. То была бы десяточка, а так 8. Ну, типа того. Ладно, у нас подъехал уже и следующее. Давайте смотреть. Ну, а теперь, господа, у нас на очереди куриные крылья в остром, замечу, так в меню и написано, рыбном соусе. Это у нас пошел пилснер. Повкуснее. Хотя бы здесь есть какой-то вкус, но ощущение разбавленности все равно остается. Короче говоря, где у меня ножик? Давайте посмотрим, как оно выглядит. Ну, учитывая стоимость в 125 тысяч и 2 крыла, но я понимаю, почему они его нарубили так, чтобы вот здесь вот весь измес из этого был. Ну, чтоб побольше это выглядело. Есть тут нечего. Вот, наверное, один единственный кусочек с мясом. Потому что, ну, вот эти вот штучки, вы понимаете, это просто погрызть, это вот эта вот маховая часть самая. Сухо. Пипец сухо. Заметьте, это крыло. Не грудка. Я почувствовал. Сладость. Это сладкое мясо. Кунжутом посыпано, да, само собой. Сладость и сухость. По большому счету все. Ну да, рыбным вроде как сбрызнули. Но, честно говоря, опять же, немного. Остроты нет. А написано, что они острые. Это хрень. Дорогая хрень. Лучок под масляным вот этим вот соусом, то, что настекало. Вполне. Лучок. Огонь. Курица. Полное дно. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Шефа уволить за такую курицу, за такие крылья. Ну просто. Ну, в общем-то, я согласен, потому что вот это блюдо, оно во Вьетнаме стандартное, во всяких пивнухах, вот в этих как раз биохойнях. Но там его намного круче готовят, потому что, во-первых, его больше и на большей температуре зажаривают, чтобы вот этот соус, он схватился и стал вот этим карамелизованным. Но внутри сохраняется сочность. А здесь они, видимо, долго готовили на медленном огне. Вот эта карамель, она образовалась, но при этом вся курица, она высушилась. И плюс цена, ну да, это, конечно же, никуда не годится. Либо она лежала, ее 38 лет хранили для того, чтобы подогревать. А у них, походу, совсем такая проблема, потому что вот второе пиво, которое мы пробуем, оно тоже как будто вчера его налили, и оно у них стояло и выветривалось. Потому что по вкусу ты чувствуешь, что оно нормально. Если бы оно было свежее, вот только-только вот из крана, оно совсем другое бы было. Это правда. Ладно. Ты знаешь, на данном этапе получается как? Единственное блюдо, которое нам обоим зашло, ну ладно, кольца, кстати, да, тоже ничего. Я просто хотел сказать, что единственное, то, что нам зашло, это то, что взято из пакета из нарезки хамон. Ну да, И солями. В этом Здесь никакой не заслуги облажались. нет. Они его открыли, молодцы. Да. То есть грамотно так, просто качественно открыли и положили. Это круто. Ну ладно, кольца кальмара действительно неплохие. Кальмарчик вполне себе свеженький и не передержанный. Нормальный, хороший. Я, ребят, вот что думаю. Учитывая здешние цены и учитывая качество готовки, как мы видим, оставляет оно желать лучшего, мы, наверное, ограничимся сегодня еще одним всего лишь блюдом. Впрочем, и так уже 4 получается. А именно, возьмем стейк.
И вот если со стейком будет лажа, тут будет все понятно. А вот он и стейк. Это у нас, господа, называется техасский стейк барбекю. И их здесь можно заказать в двух вариантах. 185 тысяч – это не наш вариант. И за 270 тысяч – это именно что наш вариант. Мы, естественно, попросили это дело в прожарке medium rare. Давайте и посмотрим. Ну, выглядит вроде неплохо, мяконько, да и прожарка. На мой взгляд, чуть-чуть пересолено, но вообще вкусно. Дай-ка маленький кусочек, да с соусом. Соусы здесь, надо сказать, как обычно, на выбор. Есть индийный, есть грибной и все прочее, которое мы уже пробовали. А в данном случае мы решили выпендриться слегка и заказали лимон. Вот давайте с лимоном. Это прежде всего мазик с горчицей. Дижонская. А где лимон? Это перемолотая дижонская горчица с мазиком. Здесь не надо быть шефом, чтобы просто понять, что это. Роман, налетай. Надо сказать, что соус вкусный. Просто я думал, лимонный, знаете ли, будет как желешечка такая, по типу джема что-нибудь. Мясо достаточно мягкое. Здесь есть, вот видите, да, небольшая жилка, а вот пограничные кусочки, которые без жилки, очень даже неплохо. А если больше ну, просто... Ну да, как будто размяли картошку и... Ага, и все. И на этом все. Давайте спаржу заценим. Спаржа не должна таким вкусом обладать. Я спаржи не почувствовал, короче, вот я почему. Понимаете? Я почувствовал вкус гороха. А я нет. Спаржа обладает горохово-картофельным вкусом слегка. То есть это такой пюре с горохом ты ешь, и вот это будет спаржа. По консистенции нормально, чуть-чуть передержано, но вот первый вкус, который у меня был, это просто количество. Кабачок недоготовлен, он сырой, перец, здоровый. Держи, еще пробуй. Тоже недоготовлен, тоже сырой. Перчик лежалый. Такой же аромат лежалости. Странным соусом полито. Ты не заметил? Я не почувствовал, потому что как-то... Ну я просто по овощам прям тащусь, я сам люблю вот такую штуку готовить. Ну, может, из-за этого. Но у меня другая претензия есть. Просто я сегодня днем был в ресторане, и я там как раз сегодня стейк заказывал. Он стоил 140 тысяч. По размеру он был чуть больше, чем этот. То есть в 2 раза меньше, чем стоит, чем вот этот. Да. По качеству один в один. Там было написано индийская говядина, поэтому я, скорее всего, уверен, что это тоже индийская говядина, потому что по качеству вообще не отличается. И там, и здесь очень хорошо. Но откуда такая цена берется, я вообще не понимаю. Что за приколы у них с ценой? Кстати, да, это немножко странно, потому что, с одной стороны, ты, если задираешь ценник, еда у тебя посредственная, ты должен загнуться. Странно, странно. Да что можно сказать по итогу? Как было, так и осталось. Так что мое утверждение о том, что после ковида выжили только лучшие, не всегда оказывается правдой. Вы знаете, я сегодня пришел, потратил миллион денег, а по итогу я съел, ну что, вкусные кольца кальмаров за большие деньги, вкусный салатик, который входил к этим кольцам, неплохое миско, опять же, которого немножко с неплохим соусом, но который не отвечал критериям того, что написано. А на этом по большому счету все. Все остальные блюда нельзя придать им в какой-то плюс. Ну, нарезки, ну, извините, пожалуйста, нарезки.
Поэтому как-то так я не рекомендую это заведение. И, знаете ли, как-то мне даже немножко грустно. Но нет плохих новостей без хороших. Вот прямо здесь и совсем рядышком, соседнее здание, открылся новый тайский ресторан. Господа, пальцы вверх, и следующим мы обозреваем этот новый тайский ресторан. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. А будет интересно, кстати. Ну и напишите, хотите ли вы, самое главное. Да, тут... О, салями-то острая. Ну что такое? Давай еще раз. А все остальное здорово. Роман, я тебя спрашиваю. Нет, муха пристал. Ага, у тебя муха еще. Да что, господи, что у меня не держится-то ничего в руках? Что сегодня не так-то? Я еще одну кружку только выпил.